Я хочу вам показать, какое платье можно связать, умея делать просто лицевую изнаночную петлю. Я взяла для платья вот такую вот шерсть, 50 шерсти, 50 акрила, такой вот фирмы. Мне ее посоветовали в магазине, потому что она не особенно скатывается и более ноская, чем если взять просто шерсть. Ну, на ощупь она приятная, не колется, поэтому кондиционер не обязательно будет использовать при стирке. Узор простой, если его начать правильно вязать. Смотрите, значит, я набрала число петель на спинку кратное 15. У меня получилось 105 петель. Это спинка, вот это верх у меня будет. Вот 4 прямоугольника, и, в общем-то, платье готово. Но вот с узором я бы вам хотела поподробнее рассказать. Значит, 115 петель, да, 3 ряда я вяжу лицевой петлей, ну, ряд лицевой, ряд изнаночный, ряд лицевой. Вот. Дальше я разбиваю на шахматку по 15 лицевых, 15 изнаночных, 15 лицевых, 15 изнаночных. Вот, 3 ряда изнаночной, вот, а кубик, который рядышком, он будет просто вот платочной вязкой сделан. Вот, ну, все остальное вы можете видеть, последовательность. Главное просто придерживаться этого рисунка и не сбиваться. У меня практически уже готовое платье, только без одного рукава. Вот на этом одном рукаве я и хочу вам показать все подробности узора. Вот, и еще вот такая вот фишечка, как резинка, которую я вязала на 4 спицах. Ну, вам можно на 5 вязать. Вот она тогда вот такая вот получается. С лицевой стороны вот такая вот, а с изнанки вот такая вот. Узенькие рубчики. Ну, мне она нравится, поэтому я вам покажу, как делать. По длине спинка и вперед у нас состоит из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 квадратов. Вот. Ну, просто когда платье постирается, оно еще вытянется в длину. Вот. Ширину, количество петель я вам рассказывала, да? Не будем повторяться. Вот. Ну, начинаем с резинки. У меня здесь по кругу 48 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Но я сразу равномерно не буду набирать, потом уже распределю просто на равное количество. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Вот и вяжем резинку.
лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Первый ряд такой. Вот я связала 4 сантиметра резинки. Вязала я ее с вот этой стороны, так, по кругу. Вот, потом вывернула. Добавила 12 петель. Было у меня 48, стало 60. Это для того, чтобы получился у нас рисунок по 15 квадратиков. Вот сейчас тут 60 сантиметров. Вот, и дальше я хочу вам показать сам рисунок, как я его делаю. Я провязала 3 ряда, видите, лицевой. С изнанки это вот так вот выглядит. Вот. Три ряда лицевой. Нет, тут 2 ряда. 3 ряда надо провязать. Вот. И дальше с вот этой вот стороны у вас будет так это вот выглядеть. 15 петель вы провязываете лицевой, 15 петель изнаночной, 15 петель лицевой, 15 петель изнаночной. Вот тоже 3 ряда провязываем. Ну а дальше я буду показывать. Я провязала 4 сантиметра резинкой. Вот, на 4 спицах по кругу. Потом вывернула, потому что мне вот тут вот резинка больше нравится. Вот, и вязала 3 ряда туда-сюда, туда-сюда, так как будто бы на 2 спицах это делается. Вот. После резинки надо будет добавить 12 петель. Это для того, чтобы у нас получилось число кратное 15. То есть здесь вот у нас было набрано 48, а сейчас у нас 60 петель. Вот. Ну, вот эти вот 3 ряда провязаны, да. Дальше я вот с этой с лицевых петель начинаю делать рисунок. То есть мне нужно по 15 петель сделать квадраты. 15 петель я провязываю лицевой. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот дальше у нас идет изнаночная. 15 изнаночных. 2, 3. Ну, в общем, по 15 петель вы поняли, да? Пока что на нескольких спицах я это вяжу, потому что на 2 спицах оно просто у меня не выложится. Вот, а когда выложится, я перекину на 2 спицы. Вот. Ну, рисунок мы начали. Можете провязывать 3 ряда, а дальше я вам буду показывать. Смотрите, вот после резинки, я просто повторюсь, 3 ряда у нас было просто платочной вязкой, ну, лицевая, да. Дальше 3 ряда у нас 15 петелек лицевой, 15 петелек изнаночной. Итак, 3 ряда. Вот. Дальше. Следующее у нас просто 3 ряда. Просто 3 ряда
лицевой вяжем. Как я уже говорила, резиночка у нас на 5 спицах. Вяжем 4 сантиметра, да? Потом набираем вот здесь вот недостающие петельки, у нас получается 60 сантиметров уже сам рисунок, 60 петель. Сам рисунок у нас идет вот по 15 каждый квадрат. И вяжем рукав 3/4, раз, два, три, 4, 5, 6 квадратов. Вот. Ну, в общем-то, платье состоит из 4 прямоугольников. Вот. И потом я просто их сшила, эти 4-угольники. Горловина лодочкой. Вот. Но это вот я вам спинку показываю. С другой стороны у нас полочка. Зачем? Затем, чтобы показать, какая горловина. Она состоит из 3 квадратов. Вот все остальное это плечевой шов. Вот. Вот как впереди это выглядит. Видите, где? Раз, два, 3. 2,5 квадрата у нас получается. Это вот полочка, это спинка. Потом, естественно, когда вы сшили... вот еще пройма. Вот, поскольку у нас она состоит, ширина ее из 4 квадратов, то и пройма тоже будет. Пройма из 3 квадратов. Рукав надо будет немножко подтянуть, чтобы поместить 2 квадрата на 3. Это для того, чтобы рукав лучше, красивее сидел. Вот, плечевой шов то же самое. Надо будет подтягивать спинку плечевого шва так, чтобы усадить на 2 квадрата, 2,5 квадрата полочки. Вот, потом платье стирается, получится в кондиционере. Зачем? Затем, чтобы петельки выровнялись уже при носке. Утюгом не надо этого делать, ну, без необходимости. Если у вас очень сильно петли отличаются, то тогда, конечно, можно и утюжком придавить. Ну, я вот не придавливала. Вот такое вот платье.